Вот, ребят, профильная труба, да, которую я сварил. Вот эта часть у меня с педалькой, вот это без педальки. Вот. Всем привет! Вы на канале The Tiger, меня зовут Изат. И как я обещал, снять видео про сварку с педалью. Насколько это удобно, какие особенности прийти к сварке с педалью. Вот, расскажу все нюансы, плюсы и минусы, и вообще нужна ли нам педаль прийти к сварке. Ребят, смотрите, вот такая вот педаль, на которой работаю я. Вот. Минусы, вот именно вот в этой педали я заметил, наверное, минус это то, что она проводная. Вот. Ну, провода можно убрать там куда-нибудь подальше, там как-нибудь повесить, да, чтобы она не мешала. Вот. В принципе, это не такой уж большой минус, но большой минус я заметил, это вот наклон. Именно на этой педальке у нее, видите, наклон большой. Соответственно, вы если сидите, у вас голеностоп, он чуть-чуть напрягается. Ну, кому как, ребят, я хожу на футбол, да, бегаю, ну, я любитель, вот, поэтому я такие моменты, да, я быстро замечаю. Вот, я ногу поставил, там, например, поварил, опустил, и у меня вот в таком положении, ну, голеностоп вот в этом месте, вот в этой части, да, голеностоп подустает чуть-чуть, вот, поэтому я ее чуть-чуть, ну, там, открутил, вот эти вот ножки вот здесь вот, вот такие вот, получаются упоры, да, вот раз-два упора, это передние и задние. Если вы хотите сделать чуть наклон, да, более, ну, поменьше, да, чтобы нога, ну, лежала на педальке нормально, вот, то просто можете, если у вас такая же педаль, можете вот здесь вот открутить, там два болта откручиваете, и она у вас уже, ну, не под таким крутым наклоном. Вот, дальше. Ну, в принципе, педаль нормальная. Единственный еще минус, наверное, то, что когда откручиваешь вот эти вот штуки, да и даже вместе с ними, если вы ногой чуть-чуть вот в эту сторону нажимаете, она, видите, она уходит в эту сторону. Или в эту сторону. Ну, там, взяли быстренько, хотите что-то прихватить, приварить, и она у вас в сторону уходит. Вот, наверное, вот эти вот моменты, ну, чуть подбешивают. Дальше. Давайте, наверное, из плюсов. Ну, минусов я больше в педали вообще не вижу, потому что педали, они очень хорошо себя показали. Вот, особенно при сварке алюминия. Давайте я покажу для начинающих, да, или кто вообще еще педалью не варил, там всю жизнь варит горелкой, да, вот с кнопки нажимает, там с кнопки всегда варит там алюминий, все остальное. Для вас я сейчас покажу пример, почему педаль это круто. Короче, начинаем, вот, например, с середины, да, если мы с горелкой если вот работаем, сейчас пример с горелкой, с кнопкой. Начинаем с середины, варим, у нас вот здесь тут прогрелось, идем дальше, и уже вот здесь вот мы начинаем бежать вперед, потому что вот здесь вот у нас уже огромная лужа становится, здесь все больше и больше, либо мы останавливаемся здесь, корректируем ампераж, возвращаемся, опять начинаем сварку с этого места, но чуть уже у вас поменьше ток, у вас уже валик уже не, ну, лужа уже не такая широкая будет, да, сварочная ванна. Вот, вы идете дальше, вниз и довариваете здесь. Ну, вот здесь вот в конце у вас опять будет прогреваться, и у вас вот здесь вот будут провалы обязательно. Вот. У начинающих и у новичков всегда вот эта вот проблема, то, что вот здесь вот по краям всегда провалы. Даже у опытных сварщиков я встречал. Вот. Они как-то и не исправляются, и так и живут, в общем. Их все устраивает. Вот. Я сижу, бухаю, и мне вообще Теперь похуй. второй шов, например, да, возьмем второй шов с педалькой. Мы зажгли дугу, вот, зажгли, например, вот дугу,
все там, ну, например, не знаю, до середины нажали, и вам этого достаточно. Вы видите, у вас ванночка появилась, идете, вы видите, что у вас начинает прогреваться, у вас уже сварочная ванна шире. Вы что делаете? Вы берете и отпускаете. Вот. Это все в момент сварки, вы не останавливаете процесс. А в чем большой плюс педали? Вы можете длинный шов проложить без остановки вообще на алюминии, что и очень хорошо. Ну, согласитесь, у вас будет много коротких, да, швов с остановками, вот. Или у вас один такой длинный шов, красивый, вот, чешуйчатый, весь блестящий от начала и до конца. Вот. Если научитесь варить педалькой, что я и рекомендую, ребят, новичкам и кто вообще начинает тик-сварку, вот, если вы там собираетесь куда-то устраиваться или сейчас устроились, вот, если вы варите алюминий, не знаю, ну там чернуху, нержавейку, возьмите все равно педаль, учитесь варить на педали, ребят, это большой плюс, и это очень удобно, вот. Почему это удобно, ребят? Смотрите, сейчас педальку вот так вот поставлю. Вот, например, у нас горелка. Горелку вы можете взять, например, вот за конец. Вот так вот можете взять и ногой надавить, и все. Или в труднодоступном месте, да, вот где-то вот там, вот, вы берете вот за конец, а вам к кнопке, например, ну, не дотянуться, или вам неудобно как-то, да, вас в этом случае педаль спасет. Вот. Вы берете за конец, нажимаете, все, варите. Ну, типа, все, сварили. Вот. Можете взять вот так вот. Вот. Американцы любят вот прям вот близко к соплу, потому что, ну, я сам иногда так делаю, очень удобно, и у вас контроль вообще над сварочной ванной, она лучше. Вот. Единственное, так не берите, потому что, ну, у вас рука вот здесь сгорит. Вот. Можно взять вот так вот, прям поближе, вот так. Я вот так вот варю иногда. Вот. Очень удобно, и мне не надо как бы, ну, блин, и мне не то, что не надо, мне неудобно уже, когда я варю вот так, мне неудобно возвращаться сюда и тыкать кнопку. Или, например, где-то я варю как-то, да, вот так вот, например. Блин, как показать? Вот, варю, а потом мне надо кнопку нажать, вот. И она тоже не всегда нажимается, блин, ты, например, либо ты сбоку нажал, да, вот, ну, как бы, ты чувствуешь кнопку, ты ее нажимаешь, где-то она у тебя нажалась, где-то не нажалась, но все равно у тебя палец-то двигается, вот, соответственно, горелку вы дергаете, ребят, вот, и у вас в конце, блин, ну, вы такой красивый шов положили, а в конце у вас, блин, ну, вот из-за того, что вы пальцем хотели дотянуться до кнопки, у вас, ну, вот конец шва весь вид испортил, вот. Поэтому педаль в этом случае, блин, она вообще очень сильно выручает. Просто вы ногой нажимаете, а этой рукой уже как хотите, так и ведете. Вообще просто как хотите, так и взяли. Ну, как бы вообще это классная тема. Вот. Есть в этой педали еще регулировка. Регулировка, ребят, смотрите. Она у меня стоит всегда на максимум. Почему? Потому что я варю, например, за столом, да, я выставил 200 ампер, вот, выставил 200 ампер, и я нажимаю на педаль, чуть-чуть, ну, немножко так прижал, да, у меня сварочная дуга загорелась, и я начинаю варить. Я начинаю варить, и я начинаю прибавлять, вот, ну, в общем, я прибавляю ее сразу, чтобы мне быстрее разогреть этот алюминий. Вот, я разогрел алюминий, и я потом опускаю ее и начинаю идти. И вот где-то я середину поймал, да, мне немного тока надо, не мало тока надо, а где-то вот середина. Я даже не смотрю на сварочный ток, какой у меня, я смотрю на ванну.
Потому что если вы научитесь смотреть на ванну и видеть, какой ток вам больше подходит, вот, вам уже ну, не надо заглядывать, сколько там ампер. Вам вот комфортно, и вы видите, что у вас хорошо проваривается, хорошо ложится шов, да, блестящий. Вот. Сначала тестовые один раз прошлись, да, вот, у вас получилось, вот, и вы дальше уже начинаете на основных деталях варить. Вот. Поэтому я начинаю, например, вот, нажал, разогрел, и все. И где-то вот так вот опустил, середину держу, все, веду. А когда уже под конец я подхожу, когда вот к кончику подхожу, потому что здесь уже конец ну, металла, да, уже металл заканчивается, чем его меньше, тем больше, тем быстрее он нагревается в конце. Вот. Поэтому, когда я в конец подхожу уже, да, в конец шва, я просто вот педальку потихоньку отпускаю до минималки, веду, и у меня конец, получается, не провалился, у меня шов равномерный, вот, не сильно широкий, не перегрелся, вот, и главное, провалов нет. Что еще, ребят? Подключается педаль очень просто. Какой разъем у горелки у вас, такой разъем и у педали. Если вы купили педаль, а у вас разъем там другой, например, лучше сфотографируйте разъем своего аппарата, вот, купите сразу тот разъем, который можно подключить с педалью, либо педаль сразу с таким разъемом продается. Вот, покупаете и варите в удовольствие, ребят. Вот. У вас рука свободная, вы как бы, ну, не щелкаете постоянно кнопку, да? Вот. Просто ногой раз, два, три, четыре, и все, и у вас все готово. Вот. Давайте я сейчас продемонстрирую. Вот. Вот эти вот две детальки я сейчас быстренько сварю. Как и говорил, одну пройду педалью, а вторую дождусь, чтобы остыло все, вот, чтобы холодная была, потому что будет неправильно, если я сварю педалью, это все прогреется, а потом уже здесь у меня по-любому все провалится, потому что она горячая. Вот, сварю педалью и сварю горелкой, ну, с кнопки. Вот. Похуй, мне вообще похуй. Ребят, у меня сейчас 200 ампер выставлено. Вот, на 200 ампер я буду варить с педалью. Вот. А на 100 ампер я буду варить без педали, с горелкой. Ну, с кнопки я имею в виду. Погнали. Глаза. Ребят, теперь варим с кнопки. Глаза. Забыл отключить педаль. Глаза.
Сейчас я вам, ребят, покажу разницу. Вот, ребят, профильная труба, да, которую я сварил. Вот эта часть у меня с педалькой, вот это без педальки. Вот. Без педальки я здесь долго горел в начале, потому что 100 ампер. Ну, для начинающих на профильную трубу 100 ампер будет, ну, нормальный ток. Вот. Ну, можете там чуть-чуть подкорректировать под себя, может, чуть больше в начале, а потом остановиться и убавить. Теперь смотрим разницу, ребят. Смотрите, вот это вот на педальке у меня тут в начале чуть-чуть не очень получилось, но не суть. В общем, суть в том, что педалькой вот я контролировал, да, вот у меня все здесь четенько, все хорошо, ну, такой блестящий шов, да, глянцевый. И вот здесь вот у нас конец, смотрите, видите какой, и вообще не провалился. Горячо, тяжело. И вот у нас без педальки. Вот мы вначале вот разогрели, все хорошо. Идем. А потом вот здесь вот я уже где-то вот здесь вот уже начал бежать. А вот здесь вот я уже вообще просто не успел, у меня блюмка и провалилась. Вот, как у начинающих это очень часто и бывает. Вот, поэтому останавливайтесь, ребят, не бегите, если вы варите без педали. Остановитесь, где вы поняли, что у вас уже, ну, вам надо ускоряться. Просто остановитесь, сделайте ток на 10 ампер меньше, вот, на 7, на 10, и продолжайте дальше шов. Вот, и чем ближе к краю, если вы с горелкой будете варить, чем ближе к краю, останавливайтесь, варите, останавливайтесь, варите, и вот так вот аккуратненько вы заварите, не провалите. Вот, а у меня тут, как видите, вот видите, он такой провал неплохой. Вот. Давайте я вам покажу, как подключается педалька, да. Это очень просто. Вот у нас эта горелка, мы ее, сейчас я краги сниму. Горелку мы откручиваем. Вот. Открутили горелку. И вот у нас педалька. Вот они абсолютно одинаковые. Вот. Черная это у меня педалька, а синяя у меня горелка. Вот. В один и тот же разъем. Если, ну, новички или начинающие еще никогда не подключали, вот, имейте в виду, вот, если будете задаваться вопросом, куда подключить педаль, то в один и тот же разъем. Но есть аппараты, где педалька подключается отдельно, в отдельный разъем, и там обычно вот такой вот значок. Блин, плохо видно. Вот такой вот знак. Дистанционное управление. Вот. Что еще? Из минусов с педалью варить там на монтаже или какие-то большие конструкции. Но не вариант, потому что вам надо вокруг конструкции ходить, бегать, прыгать. Кто-то педальку всегда с собой таскает в кармане. Вот. А там локтем поджимает, не знаю, там, блин. Я видел таких ребят, вот. Поэтому, возможно, что-то я про педальку не отметил. Если профессионалы или, ну, кто постоянно варит с педалькой, смотрит этот контент, да, вот, оставьте свои комментарии, про что я забыл, про какие еще нюансы. Вот, новичкам и для начинающих, будущих аргонщиков, да, это будет полезная информация. Вот. Всем спасибо за просмотры. До скорых встреч.